Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Вы глазами женщин в интиме. Такая сегодня у нас снова шаловливая тема. Я смотрю, мужчинам очень нравится подобная тематика. Поэтому по многочисленным просьбам сделаем и такую тему, такой расклад. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Сразу хочется сказать: спасите, помогите. Душа болит, а сердце плачет. Вот такой у вас период, знаете, который, я бы сказала, наверное, врагу не пожелаешь. Вот вы пережили в своей жизни какую-то ситуацию, которая, может быть, либо же полностью разрушила вашу жизнь, я имею в виду как бы в переносном, да, смысле слова. То есть это разрушение может касаться и смены работы, и смены места жительства. Это может быть, смена вообще всего жизненного уклада. Плюс по здоровью это ударило, может быть, даже очень сильно у некоторых может проигрываться, вот особенно стресс, нервная система, психика, сон и так далее. То есть, знаете, вот вы находитесь в таком состоянии, либо же вот еще недавно находились, да, поскольку это общий расклад. Такое состояние, что вам реально нужна была помощь, помощь, которая вас бы не спасла. Вот в каком смысле я имею это в виду? Вот когда, допустим, вы расстаетесь с женщиной, да, вам плохо, да, много советчиков, все рассказывают, пытаются поддержать, советуют что-то. Но эта помощь на самом деле особо вам не помогает, да. Да, это приятно, что есть люди, которые вас поддерживают, но на самом деле эта помощь, не решает вашу проблему. Это всего лишь такая вот поддержка, да, которая, она с одной стороны нужна, но которая, в принципе, это всего лишь слова, да. Невозможно переключить человека, невозможно просто словами избавить от боли. Вот, допустим, да, берем тот же развод, разрыв с женщинами, да, поскольку вот я знаю, что преобладающие подписчики и гости моего канала — это мужчины, которые на данный момент одинокие, да, то есть, соответственно, произошел какой-то либо же разрыв, развод, да. Я как бы когда-то проводила опрос такой, чтобы иметь представление, какая аудитория меня преимущественно смотрит. Поэтому такое вот состояние «спасите, помогите», да, вот оно либо же сейчас еще вот присутствует, либо еще вот недавно было, но уже вы выкарабкиваетесь. Я думаю, у некоторых из вас может проигрываться, что да, вы уже выкарабкиваетесь из этого состояния, когда и апатия, и вообще ничего, никого не хочется. Про личную жизнь вообще здесь речи даже не идет. Но тем не менее, вот вы надеетесь все равно, как бы там ни было тяжело вам, все равно вы надеетесь на то, что ваша жизнь изменится. Вот рано или поздно. Да, тяжело, да, плохо, обидно, пустота в душе, да, согласна. Но вы все равно надеетесь, причем вы надеетесь, что будет новая женщина, новые отношения. Вы вот сейчас, как, знаете, вот, сродни, наверное, слепому котенку. Вот вы как-то вот живете, идете по жизни, да, как вот слепой котенок, который не видит, вот наугад как-то вот вы живете, да. Вот такое состояние, вот как есть у слепых людей, да, вот как здесь у нас нарисовано. То есть вы на ощупь. Это может проигрываться в разных ситуациях. То есть вы, знаете, вот живете в такой апатии, вот вы идете, не то чтобы сам не знаю куда, да, вот пытаюсь подобрать даже как-то слово, чтобы было вот понятнее вам. Вот идете, знаете, вроде бы и вперед идете, но так как-то медленно ваша ситуация продвигается, да. Вот вы настолько вот как-то осторожно стали жить, вы более, так знаете, более, наверное, с недоверием к людям стали относиться. Вот после вот этой вашей такой, трагической, реально трагическая у вас ситуация в жизни произошла. Вы стали более осторожный, вы стали более, недоверчивый, что ли.
Хотя вот уже меня радует то, что вы смотрите больше вперед, вот надежды больше уже как-то на будущее, да, вот если некоторые люди, они живут прошлым, то вы живете будущим больше. И это правильно. Ну, то есть вы как бы стоите на пороге новых перемен, новых начинаний и новой жизни, хоть и довольно-таки вам непросто. Да, кардинальные перемены однозначно произошли, интуитивный вы очень человек, причем вот перемены могли еще, знаете, произойти по поводу того, что, знаете, вот вы чувствовали, возможно, вы чувствовали, что что-то в отношениях не так. Вот именно интуиция подсказывала, может быть, женщина к вам охладела, может быть, что-то не то пошло в отношениях вообще не так, как было раньше. Вот вы чувствовали, что конец близок. Вот так вот, наверное, правильно будет назвать. Вот вы чувствовали, что либо же вы уйдете, либо же она уйдет, что все, конец близок. Вы чувствовали это интуитивно. Причем, смотрите, это сейчас мы немножечко описали, да, вот именно по сигнификации. Вот почему-то мне захотелось углубиться именно в сигнификацию вашу. Теперь смотрите, давайте-ка посмотрим основную нашу тему. Как женщины относятся к вам именно в интиме, вот как они вас воспринимают, да. Вот знаете, вот вы вот с женщинами, когда сходитесь, вот как-то, как правило, вот вы привыкли легко сходиться. У вас особых проблем не было там познакомиться с женщинами, да, вот, ну, раньше я имею в виду, я не беру сейчас вот эту вашу печальную ситуацию, в которой вы пребываете. Вот как бы очень легко. Вы такой человек, можете прийти и с подарком, да, и какой-то сюрприз сделать, вот неожиданную приятность какую-то сделать. Вы очень семейный, это все женщины видят, да? Но в то же время, вот как-то вам попадались женщины, у кого-то это одна, у кого-то из вас может быть и несколько, вот, ну, схожие. Вот женщины, любящие интим, да? Ну, казалось бы, а кто же ее не любит, его, то есть, не любит. Но я вам скажу, что есть женщины, которые, ну, не очень любят это дело. Ну, не очень. Как-то мне одна сказала, говорит, ну, есть, то есть, ну, нет, еще лучше. Вот в таком плане, да, то голова у них часто болит. Ну, то есть каждый отмазывается как может. У некоторых, я вот знаю, допустим, женщины после родов говорят, как переклинило их, вот не хочу и все. Вот не хочу. И она чуть ли не всю жизнь, ну, потом она, конечно же, разошлась с мужем, естественно. И как-то вот такие женщины, вот, ну, я знаю уже им там за 50, за 60, и они вот живут, и я знаю, что у них вообще мужчин не было, они как-то сами живут, да, ну, то есть, я не знаю, засыпают, наверное, их непотребности, гормональные сбои, ну, то есть, это реальные проблемы. Вам, то есть, попадались женщины, которые большие любительницы этого. Причем женщины, которые очень любили, ну, либо же и сейчас, да, если есть женщина, то любят разнообразие. Вот именно в миссионерской позе, допустим, их не будет это устраивать. Женщины воспринимают вас, знаете, вот как мужчину, который даже вот в интиме, вы относитесь с каким-то, вот знаете, вот, ну, я не знаю, вниманием, наверное, я это назову, в том смысле, что вы всегда стараетесь вот, ну, во время этого процесса, да, во время прелюдии, так скажем, вы присматриваетесь, прислушиваетесь к женщинам, да, к ее каким-то пожеланиям, что ей нравится, да, потому что, ну, как бы мы всегда во время этого момента, так скажем, да, я так буду уже завуалированно намекать, все взрослые люди, как бы, вы прислушиваетесь, где женщине приятно, где она, ну, не очень реагирует, да, потому что это и какие-то и звуки женщины издают, да, и какие-то, может быть, поглаживания, да, ну, то есть у каждой это по-разному проигрывается.
Вы очень внимательно, вот так заботливо, да, замечаете и стараетесь всегда делать женщине то, что ей приятно, да. Я именно говорю сейчас о тех женщинах, с которыми у вас были отношения. Если брать, допустим, во внимание какие-то одноразовые связи, мы их не берем, потому что там, ну, очень часто бывает, ну, просто механически, да, вот чтобы разрядиться и все. Это мы не будем брать во внимание. То есть вас видят в этом очень таким, знаете, скрупулезным, очень внимательным, да, даже вот в этом деле. Так, еще. Вот посмотрите, вас женщины также считали, всегда и считают, вот если есть женщина у вас сейчас, считают таким вот довольно страстным. И тоже они видят, что вам тоже это нравится. Вы, причем вы будете вот заниматься вот этим делом, да, ну, чуть ли не до изнеможения. Вот пока есть силы. Вот если это любимая женщина, опять же, я повторяю, вот чуть ли не замертво вы упадете, да. Я не беру во внимание там возраст. Конечно, у каждого свой возраст, да, у каждого своя потребность. По молодости, конечно, и гормонов больше, и желаний больше. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да. То есть даже если вам 50 лет, то вы будете по максимуму этим заниматься, да, и доставлять женщине удовольствие. Но сколько у вас есть сил? Да, я не говорю, что вы там будете замертво падать, нет. Но то есть пока вам можется, пока хочется, вы будете это делать. Так, причем, знаете, вот что радует? То, что вы вот в этом деле, вы не эгоист. Потому что есть такие мужчины, да, ну и женщины, естественно, есть, которые стараются вот, ну, чтобы только им было хорошо. Это глубочайшая ошибка. Потому что когда, ну, у мужчин, как правило, да, вот от природы вам нравится видеть как бы результат своей работы, да. Вот вы видите, что вы, допустим, доставили удовольствие человеку. Вам от этого приятно, у вас вырастают крылья, да, вы, ну, в принципе, как будто самоутверждаетесь, да, таким образом, что я еще ого-го, я могу, да, я лучше всех, я супер, ну, и в таком роде. То есть в этом плане вы абсолютно не эгоист. Вы очень настроены на свою партнершу. Это супер качество. Этим вы можете только гордиться. Так, еще теперь давайте-ка посмотрим. Вот мне почему-то интересно стало, какие же вот еще, какие вот партнерши в этом плане вам попадались, да? Ну, то, что любительницы, это да. Но как они себя вели? Ну, либо же она, да, если у кого одна была женщина такая, что стабильная. А вот женщины ваши, я скажу, они были более эгоистичные, даже в интимном плане. Вот если вы как-то нацелены были больше отдавать, то женщина, да, она тоже вам отдавала, особенно это было поначалу. Вот в начале отношений, да, там из кожи вон лезет, хочет же выпендриться, там страсти все эти показать, да, ну, как правило, новые отношения, там у всех гормоны кипят, бурлят, пока еще нет вот этих всех ссор, претензий, обид. Но все-таки вот ваша женщина, она более эгоистичная. Напишите мне в комментариях, кстати, права я или нет. Есть такой момент, что женщина отдавала вам меньше. Вот она в интиме тоже была, ну, эгоистичной. Не только по жизни, но даже в этом. Она вот любила, когда да, когда вот вы старались делать то, что ей нравится, это правильно. Но в то же время она могла, знаете, вот могли быть такие моменты, она могла, ну, уже спустя там какое-то время, это я не беру начало самых отношений ваших, она, может быть, могла как-то либо же высказать вам что-то, да, либо же во время интима, либо после, так, ну, как бы между прочим, да, какие-то претензии, да, сказать. Вот у нее могло быть какое-то недовольство, вот все равно какие-то претензии, что-то ты не так делал, да. Ну, причем еще может даже проигрываться, что у некоторых из вас вот женщина вам, может быть, даже, кстати, напоследок, вот если вы ну, разошлись с ней,
она могла вот либо же какую-то гадость сказать, вот именно, знаете, вот ниже пояса, удар ниже пояса. Что-то такое, что реально разрушительное. Вот, либо же по поводу ваших там способностей в этом деле, да, либо там размеры не такие, и ты и то не так делаешь, и то не так делаешь. Ну, знаете, как обычно женщины любят этим добивать и убивать. Вот. Хотя вот вы из кожи вон, вы лезли, чтобы, знаете, вот, ну, по максимуму сделать ее счастливой. Вы всегда старались, да, вот бывало даже такие случаи, когда вы, может быть, уставшие, да, вот пришли с работы, не очень-то и хочется, не очень-то и можется, да, но вы все равно, может быть, старались, чтобы ей сделать приятно. Напишите, были у вас такие моменты или нет, что уставшие там, может быть, плохо себя чувствовали, но все равно, чтобы сделать приятно вашей женщине, вы все равно старались. А у нее все равно какие-то претензии были. Особенно вот я делаю акцент на тот период, либо же когда вы расставались, либо же вот когда у вас уже начались ссоры, именно вот этот вот период. Очень что-то болезненное она вам сказала, либо же сделала, я не знаю, вот именно что-то с интимом связано. Очень и очень такой неприятный момент, который может быть даже таким вот осадком у вас остался, да, вот я уже не раз рассказывала об этом, что женщины, когда расстаются, довольно часто могут какую-то колкость либо гадость сказать мужчине, ну просто чтобы уколоть. Это не значит, что это правда, то, что она говорит. Тем более, ну, я думаю, любой мужчина, он все равно, ну, по реакции женщины, мужчина видит, нравится и то, что он делает в интиме, либо не нравится. Понятно, что многие женщины симулируют. Это, я думаю, многим известно. Это сейчас, кстати, очень распространено везде. Женщины это не скрывают, да, и почему-то вот все-таки претензии в адрес мужчин, да, вот то, что я слышу, что мужчина не очень-то способный, не доставляет вот удовольствия, и он и то не так делает, и то не так делает. Вот как-то все время обвиняют мужчин, да, но никто не хочет задумываться о своих каких-то способностях, либо же неспособностях, да. Поэтому вот может проигрываться очень какая-то либо фраза, либо что-то такое, что могло вас очень сильно ранить. Бывают такие вот осадки остаются после вот таких высказываний ниже пояса, которые, ну, могут в комплекс вогнать мужчину, даже в какую-то вот приобретенную импотенцию могут вогнать. Поэтому вот так, ребята, в принципе, вы можете гордиться, да, вот именно в этом деле вы стараетесь, ну и, по крайней мере, старались, да, если сейчас нет никого. Для любимой женщины вы все делаете, в жизни, в постели, везде. Но как-то вот в отдаче у вас, ну, не очень-то было. Вот не очень. Я не вижу, вот, чтобы женщина старалась прям, ну, супер вам все сделать хорошо, да. Ну да, полежать за себя и получить удовольствие, это, наверное, маловато будет, да, вот как-то, ну, должен такой быть интим, когда вот соседи выходят нервно покурить. Вот такой он должен быть классный, суперский и обоюдный. Чего я вам всеми желаю, да, вот встретить все-таки такую партнершу, с которой у вас будет во всех сферах огонь, огонь в глазах, страсть в постели и супер крылья любви по жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!